На какую женщину тебе нужно обратить внимание? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Ну а самые сильные и стойкие, которые досмотрят это видео до конца, получат, конечно же, приятный бонус. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для продвижения канала и для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями. Огромнейшее спасибо всем, кто пишет комментарии. Всегда очень приятно их читать. Ну и, конечно же, кто хочет меня побаловать донатом, ссылка под видео. Итак, погнали, мальчишки. В каких энергиях вы находитесь? Итак, смотрим. Ну и, конечно же, кто хочет записаться на личный расклад, либо на диагностику негатива, телефон под видео. Я вам скажу, что вы как будто вот летаете в облаках, да? Вы такие мечтатели, вы любите, так знаете, вот грезить о чем-то. И причем есть такие, которые вот придумают себе что-то, да, поставят цель. Сначала, конечно же, она в мечтах, а потом вы ставите цель и идете к этой цели. Вы человек очень такой довольно сильный. Вы у нас выпали сегодня императором, вы очень такой целеустремленный, вы человек, который однозначно придерживается своего слова. То есть мужик сказал, мужик сделал, это про вас. Вы человечек, который, в общем-то, много чего нажили, да, я не скажу, что вы бедствуете. 100% у вас, в общем-то, есть то, что вам необходимо. Ну, конечно же, поскольку вы император, вам хочется больших вершин, да, и вы опять-таки идете к новым целям. Многие из вас здесь, конечно же, холостяки. Вот император, да, но он один. Императору хочется своей императрицы, которую вы потеряли. Я вам скажу, что, ну, посмотрите, да, большинство из вас, конечно же, с разбитым сердцем. Есть среди вас те, которые все еще грезят, да, вот как я сказала, но вы грезите еще о бывшей. Тоже среди вас такие есть. И вы готовы по первому ее зову мчаться к ней. Напишите, ребят, давайте сделаем снова очередной такой опрос. Готовы вы побежать к бывшей, если она поманит вас пальчиком, либо же там как-то еще позовет? Вот пишите все, ребят. Тем более это полезно для продвижения канала. Вот пишите комментарии. Вы можете, кстати, даже в комментариях общаться между собой. Я смотрю, иногда вы так подсказываете друг другу, да, советы даете. Молодцы, поддерживайте друг друга. Поэтому, ребят, знаете, для меня это, конечно, ну, парадокс. Когда тебе разбили сердце, и ты готов бежать снова к этой женщине, ну уж простите, я, как психолог, я считаю, что это про заниженную самооценку. Это даже не про любовь, это про привязанность, это такая болезненная привязанность. Я сейчас никого абсолютно не хочу обидеть, я говорю, как оно есть, да, вот с научной точки зрения. Это сродни тому, что нужно обратиться к специалисту, чтобы просто прервать вот эту такую болезненную привязку к бывшей женщине. Но сейчас не об этом. Даже вот на дне колоды у нас выпала такая злодейка Луна, да, я не очень люблю эту карту, которая говорит о том, что в вашей жизни тоже было много вранья. Это дама, которая, я больше чем уверена, что она обманывала, изменяла, да, потому многие из вас поставили крест на ней, потому что вранья император ну точно не прощает. Напишите, ребят, вот вы можете простить вранье или нет? Пишите все. Знаете, вы такой вот человек, если вот убрать страдания, переживания, да, вот если отодвинуть это все, вы ведь компанейский, вы душа компании, вы общительный, вы звезду с неба достанете, если того потребуется, да. Но опять-таки без своей императрицы вот как-то скучно, одиноко и тоскливо. Вот я не скажу, что вы прям погибаете, да. Понятное дело, что переживали какой-то период все. Я не говорю, что вот вы расстались с женщиной и все. И да, вперед из песней.
Нет, переживали все, было тяжело, кто-то даже хотел переехать, может быть, даже в другой город. У кого-то может проиграться, что вы действительно переехали, просто чтобы не видеть женщину, которая вас предала и которую вы любили. Ну, просто чтобы быть подальше от нее. Может быть, у кого-то планы такие есть, если это недавно произошло. Но то, что вам требуется императрица, это однозначно. Вы не погибаете, вы не загибаетесь. Единственное, что ну, это такая, знаете, мощная поддержка для императора, это его императрица. Что еще о вас не поведают? Конечно же, ребятушки, новый жизненный этап у многих. И я, забегая вперед, скажу, что у вас новая любовь еще только грядет. Даже те, кто недавно познакомились, большая вероятность, что эта женщина станет новой вашей любовью. Новый жизненный этап, который вы хорошенечко продумали, либо же сейчас продумываете, да, как поступить. Может быть, кто-то думает, как развивать свой бизнес, куда пойти, куда податься. То есть вы как будто вот начали новый жизненный этап, и вы вот структурируете по полочкам, что делать, как делать, да, куда двигаться дальше, как жить дальше. Причем без денег вы не останетесь. Даже у кого сейчас, может быть, проигрывается не очень хорошее состояние финансовое, поскольку это общий расклад. Я вам скажу, что это ненадолго, а вы найдете возможности, как зарабатывать. Вы не лежебока, вы не лентяй, вы человек очень умный, поэтому вы все анализируете, обдумываете, продумываете, да, как угодно это можно называть. Но единственное, вы все так же ждете свою новую императрицу. Итак, давайте-ка смотреть, на какую же женщину вам следует обратить внимание. Так. Знаете, вот я скажу, что все-таки есть среди вас те, кто на данный момент не готовы к новым отношениям. Вот каким бы вы сильным императором не были, особенно я бы сказала, что это, может быть, касается тех, кто недавно разошелся, либо же ну, не можете до сих пор отпустить. Может быть, вы даже и годы, два назад разошлись, но вы не можете отпустить прежнюю женщину. Вот судя, да, вот по последнему ряду карт, которые сейчас я выложила, это очень четко видно. Это то, что вот было у нас в начале, что я говорила в сигнификации, что вы либо же не отошли еще от прежних отношений, либо же вы готовы помчаться, да, помчаться к бывшей, о которой мечтаете. Вы как будто вот загибаетесь, да, вот без бывшей, загибаетесь от своих таких негативных мыслей. Почему я говорю некоторые? Потому что это общий расклад. Поэтому, ребят, не пишите мне, что у меня такого нет, там, либо еще что-то. Помним про общий расклад. Кому что резонирует, берем под себя, переворачиваем. Смотрите, какой-то период еще вы, ну, похолостякуете, скажем так, да? Поэтому обращать особо внимание вы не обращаете. Хоть в душе и хотите любви. На кого же вам обратить внимание? Ух ты, женщина такая таинственная. Женщина довольно интересная, очень активная, очень светлая. Она может обладать потрясающей интуицией. Она может обладать даже какими-то, ну, то ли магическими способностями, то ли целительством, да. Это женщина, которая... Она людям помогает. Даже если она обладает какой-то магией, способностью, пусть это вас не пугает и не отталкивает ни в коем случае. Она, даже если вот и сама знает о своих способностях, она помогает. Кому-то, может быть, она таро расклады делает, кому-то, может быть, она предсказывает будущее, как поступить в какой-то ситуации. Кому-то, может быть, она помогает исцелиться, да, смотря какое у нее направление. Но то, что она одинока, это 100%. У нее был обман от мужчины, а этого она не приемлет и не прощает. В этом вы с ней, в общем-то, похожи.
Женщина, как я уже сказала, довольно такая интересная, своеобразная. Она сама ушла из отношений, которые у нее были. Точно так, как у вас крутые перемены в жизни, трансформация. Видите, опять-таки, если кто меня вот смотрит, да, регулярно, знаете, как будто эта женщина уже не один раз к нам приходила на расклад. Вот повторяется ситуация. Вы пережили похожие ситуации с враньем, с одиночеством, с переживаниями, да, и вы очень, очень с ней похожи. Она точно так, как и вы, какой-то период, она не знала, вот как ей двигаться, куда дальше, да, что делать, куда податься, потому что было тяжело, было одиноко, было больно. Вы с ней вот как будто на одной волне. Вы можете это чувствовать энергетически, да, вот вы общаетесь, вам приятно, вам комфортно. Может быть даже ощущение, что как будто вы знаете ее 100 лет. Мы не будем привязываться к месту, да, у кого где эта женщина. У кого-то, может быть, вы вообще по переписке общаетесь. У кого-то, может быть, она где-то недалеко живет. У кого-то это может проиграться продавец в магазине, с которой вы периодически можете о том, о сём, о жизни пообщаться, да, и вам комфортно, вам приятно, вас тянет. Она довольно интересная женщина. Она такая, знаете, ну, источает реально какую-то загадку. Ну, обычно женщины, которые владеют магией, даже тем же Таро, да, у них особая такая притягательная энергетика. Вот что-то такое, знаете, манящее. Бывают женщины, вот как раньше ведьмы были, да, вот средние века, которых там на кострах сжигали, ведуньи, да, были. Они были потрясающе красивые женщины. Их и боялись, их уважали. Ну и сейчас эта традиция так осталась. Слава богу, что никто никого не сжигает, да. Но тем не менее есть некая такая притягательность. Она веселая, она компанейская. Я не скажу, что у нее очень много друзей, но она, в общем-то, ценит постоянство. Это тоже черта с вами похожа. Я бы вам посоветовала обратить на нее внимание, потому что общаться-то вы с ней общаетесь. И неважно, еще раз говорю, в интернете, либо в жизни, у вас много общего. У вас много таких вот житейских ситуаций. У вас даже, кстати, одинаковые черты характера у вас есть. Когда вы будете с ней чуть ближе общаться, мы сейчас посмотрим, что у вас получится или нет с ней, вы поймете, что это действительно родной человечек. Она интеллигентная, она воспитанная. Она еще, знаете, может чем выражаться? Вернее, не выражаться, а выделяться. Может быть, ну такой, может быть, яркий макияж, либо яркая одежда. Ну, то есть что-то такое в ней яркое. Может быть, бижутерия, там аксессуары какие-то. Ну, то есть на нее, ну, нельзя не обратить внимание. И кто понял уже, ребят, пишите в комментариях обязательно. Что же у вас с ней получится, либо нет. Смотрите, ну, какой-то период вы еще будете присматриваться, да, вот если вы поймете, что это за женщина. Конечно же, среди вас найдутся те, кто будет очень сильно переживать за свои финансы, да, вдруг она охотница за финансами, но нет, я вам скажу, нет, еще раз нет. Женщина, которая, она, в принципе, сама может прекрасно заработать и зарабатывает. Поэтому ей финансы ваши не нужны 350 лет. Я почему говорю обратить на нее внимание? Потому что, во-первых, вы ей тоже симпатичны. Я не говорю, что она там без ума влюбилась, да? Вы симпатичны, ей с вами хорошо, комфортно общаться. Ей, знаете, вот импонирует ваше такое, я не знаю, мироощущение, что ли, вот мировоззрение ваше. Ей близки ваши мысли, да, вот то, о чем вы говорите, вот как вы относитесь к жизни, к каким-то житейским ситуациям, ей это очень импонирует. Поэтому ее все больше к вам тянет. Обратите внимание, потому что это, ну, такое реально станет близким вашим человечком, если вы того захотите, конечно.
деньги ваши останутся в целости и сохранности, если вы так за них сильно переживаете. Нет. Те из вас, которые, конечно же, недавно разошлись, то однозначно сейчас вам будет не до отношений. Я сейчас вот то, что я поведала о женщине, это исключительно для тех, кто уже готов к отношениям. Ну и то, что у нас выпала семейная карта, это даже не обсуждается. И ситуация счастья, смотрите, девятка кубков и десятка кубков. То есть, ребят, если вы поймете, что это за женщина, а если вы проявите, ну, хотя бы элементарную такую мужскую инициативу, да, ну, по-настоящему вы станете счастливы с этой женщиной. Вот просто я вам советую обратить на нее внимание. Потому что вы, ну, как будто вот две половинки. Столько у вас окажется общего. Вы сами будете удивляться, чем больше будете общаться с этой дамой. Вы станете даже как-то более активны, вы станете более веселый. В ваших глазах появится такая, знаете, шальная такая искорка. Но искорка счастья, искорка какого-то такого, знаете, мальчишеского задора, что ли. Ну и, конечно же, ваше такое нервно-психическое состояние, оно начнет стабилизироваться. Потому что качели у кого-то из вас еще точно могут быть. Станете более спокойный, станете более уверенный в себе такой, да. Ну, одним словом, будете кайфовать рядом с этой дамой. Ну и, конечно же, бонус маленький, да. Давайте, что же Таро вам советует? Совет от карт Таро. Я вам скажу, ребят, почему-то я взяла вверх ногами карты, да? Сейчас мы это дело исправим. Смотрите, после вашей одинокой такой истории, да, в вашу жизнь придет любовь. Даже совет карт. Даже те, кто скептически относятся. После вашей паузы, после того, как вы уже ни во что не верили, не надеялись, да, в вашу жизнь придет новая любовь. И даже самые большие скептики примут ее и будут просто по-настоящему счастливы. Даже на дне колоды у нас показана трансформация, то есть перемены, крутые перемены в вашей жизни. Поэтому, ребятушки, дерзайте навстречу к новым берегам, навстречу к счастью, к новой женщине. И знаете, я вот искренне хотела бы всем вам пожелать поскорее встретить ту самую любимую женщину, с которой вы просто будете сиять от счастья. Вот такой сегодня был у нас расклад. Кому понравился, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на канал. И всем пока!